Раз, два, три, 4, 5. Я тебя иду искать. Баранки, булки, калачи. Только-только из печи, налетай. Добрый день. День добрый, сударь. Пахнет на всю улицу. Да, чего изволите? Даже не знаю. Да, не печалься, не плачь, покупай скорее калач, как говорится. Скажи, милейший, вот эта контора Зуевых, верно? Точно так. Чего о них слышал? Да, гулящий он этот, Зуев-то, да. И со странностями поговаривают. Это как? Ну, вон, кстати, странность ихняя идет. Служанка Зуева. Горничная? Горничная, горничная. Ага. Ну, ладно, давай. Баранки, булки, калачи. День добрый. Доброго здоровья. Хлеб свежий? Свежий, как всегда, из печи. Чего изволите, да. Булочку возьмите. Спасибочки. Благодарствую. Доброго здоровья. Горничная Зуева. Уже год как у них живет, а в лицо-то ее никто и не видал. Никогда. Откуда она? Поговаривают, из Петербурга он ее привез. И из дому редко она выходит. Прячет ото всех. А одевается он, как барышня. В вуалях вся. Таинственно. Ладно. Спасибо, братец. На здоровье. Баранки, булки, калачи. Господин Сеславин попросил меня, как своего адвоката, изложить вам его версию событий последних дней. Конечно, сам ведь он не в состоянии. Причину, по которой он возложил это на меня, вы поймете из моего рассказа. Итак, господин Сеславин действительно прибыл в Затонск для того, чтобы встретиться с мадам Дебо. Заметьте, в чем он не признался, даже будучи арестован. На это у него была причина. У него был заказ к мадам Дебо. Она должна была подобрать ему служанку или, вернее сказать, содержанку на время его длительного пребывания в Европе. А у него что, проблемы с дамами? Яков Платоныч, мой клиент человек занятой, к тому же он холост, а заниматься романами в Европе, на это у него не будет времени. Поэтому служанка такого рода необходима ему для поддержания здоровья и, так сказать, душевного равновесия. Понимаю, служанка как нельзя лучше подходит для этой роли. Именно. По фотографиям, которые предоставила ему мадам Дебо, он подобрал себе девушку, за которую тут же внес соответствующий аванс. После чего мадам Дебо пообещала ему предоставить эту девушку через пару дней. Однако ни через пару дней, ни через неделю этого не произошло. На вопрос господина Сеславина, когда же он может наконец получить свой заказ, мадам Дебо повела себя весьма странно. Она всячески уклонялась от ответа, более того, постоянно настаивая на том, чтобы господин Сеславин покинул Затонск, а девушку, дескать, она привезет ему в Петербург. Причины объяснила? В том-то и дело, что нет. Но, безусловно, подобное поведение возмутило моего клиента, и он потребовал немедленного исполнения его заказа. Однако мадам Дебо предложила ему другую девушку, но мой клиент настаивал на той особе, которую он выбрал.
Необычная, наверное, особа. Посмотреть бы на нее. Ну, к сожалению, он отказывается назвать ее имя. Значит, у него был мотив. Он хотел вернуть аванс. Был разгневан и принял переодетого Андре за мадам де Бо. И убил его. Яков Платонович, все это домыслы, а нужны доказательства. И тем не менее, Виктор Иванович, он подозреваемый, пока останется у нас. Дежурный! Честь имею. Коробейников пришел? Так точно. Скажите ему, чтобы взял арестованного Сеславина. Мы едем в гостиницу. Слушаюсь. Яков Платонович, на 2 минуты. Простите, мне некогда. А вам мое предложение очень понравится. А я вас ведь вчера видел. Вечер. Надеюсь, вы понимаете, что если о вашем посещении борделя станет известно, то ваша карьера, так сказать, и ваша репутация... Нет, ну, конечно, мы все живые люди, Яков Платонович, но такой чин в борделе... Скандал. Я не очень понимаю, чего вы хотите. Но я надеюсь, что за мое молчание я имею право кое на какие привилегии. Подробности расследования для прессы, улики, версии. И вообще, вы знаете, хотелось бы, чтобы сотрудничество полиции с Затонским телеграфом было бы более тесным. Здравствуйте. Антон Андреевич, идите в пролетку, а я закончу с господином Рябушинским и присоединюсь. Ну так что? Любезный, отправьте господина журналиста в арестантскую. За что? За подкуп должностного лица. Яков Платонович, что вы меня не так поняли? Да не надо меня в арестантскую! Какие булочки у вас? Свежайшие. Только что из печи, сударыня. А не знаете, чей это дом? Так это купца Зуева контора. А это должно быть сам Зуев, так? Не, это щитовод птицы. А девушка? А это Ульяна, горничная Зуева. Сударыня, купите булочку. Господин Сеславин, представьте, что это нож. Нанесите удар. Ударьте этого господина в грудь.
Покажите, как бы вы это сделали. Зачем? Я не буду этого делать, я никого не убивал. Ну так тем более, это и докажет вашу невиновность. Следственный эксперимент проводится. Это просто глупо, господа. А вы разве не левша? Я же видел, как вы писали левой рукой. Я амбидексер, только бил я сейчас правой. В равной степени владеете правой и левой рукой? Именно. Можете возвращаться к себе в номер, господин Сеславин. Вы свободны. Из города только до окончания следствия не уезжать. So, каков есть последовательность? Итак, мы берем вот это и выливаем вот сюда. What's next? Что потом? Потом мы берем вот это и выливаем вот сюда. И завершающий этап. И завершающий этап мы берем вот это и высыпаем вот сюда. No! Что случилось, сэр? У нас урок химии. Уходите. Вы в порядке? Я не хочу. Больше не хочу. Уроки химии я не хочу. Хорошо, хорошо. Пожалуйста, пожалуйста. Не надо уроки. Но мы же можем встречаться просто так, как люди. Как люди? Нет. Нет. Я люблю химию. Я буду. Я хочу. Мне не хватает практики. Вы не даете мне практиковаться. Вы должны мне показать вашу работу на практике. А вы мне вместо этого какие-то порошки подсовываете. Нет, это невозможно. Почему невозможно? Impossible. Опять impossible. А подвергать меня опасности. Вот это impossible. Что вы делаете? Вы это все подстроили, чтобы воспользоваться моей слабостью? Нет, простите меня. Вы переходите все границы. Простите меня, я так больше никогда. Я никогда больше. Ну, зачем же никогда? Никогда это лишнее. Просто вы торопите события. Если бы Сеславин был преступником, он бы взял воображаемый нож в левую руку, чтобы ввести нас в заблуждение, ведь удары были нанесены явно правшой. Но ведь он не знал, что Андре был убит правой рукой. Ну, конечно, не знал, он не убийца. К тому же, судя по направлению нанесенных ударов, убийца был невысокого роста. А нож? Нож ведь у Сеславина. Доктор Милс не нашел никаких, даже малейших следов крови. К тому же, лезвие чуть шире, чем порезы на теле Андре. Что касается портье, он спал ночью. И, соответственно, Сеславин мог запросто пройти к мадам незамеченным. Да нет, ночью он был в борделе. Решил, видно, самостоятельно найти себе спутницу на время пребывания в Затонске. А такие сведения откуда? Я вчера заходил в бордель. Вот ведь как. И как? То есть, я хотел сказать, он нашел то, что искал? Да нет, все девушки показались ему слишком вульгарными по сравнению с его идеалом. Добрый день. Не помешаю? Да нет, вы проходите. Анна Викторовна, здравствуйте. Давненько вы к нам не заходили, совсем забыли нас. Не справляйтесь без меня. Ну, если честно, тяжеловато приходится.
вы присаживайтесь. А я вот решила помочь вам по старой дружбе. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, не разыскивается ли некая молодая особа по делу об убийстве Андре, ассистента некой мадам Дебо? Ну, не томите, рассказывайте. Это горничная в доме купца Зуева. Зовут Ульяна. И, по всей видимости, она попала в дом купцу не без помощи этой мадам Дебо. Что же, получается, Зуева меня обманула. Она ходила к мадам Дебо по поводу этой горничной. Еще знаю, что Андре был влюблен в эту девушку. Да, и ее связывают странные отношения с конторщиком купца Зуева. Загадочная особа? Весьма. Она темнокожая. Негритянка. То есть, в самом деле? Да. Как? В наших краях? Откуда? Антон Андреевич, найдите ее и приведите к нам. Да. Очевидно, что конторщика и девушку связывают весьма трогательные отношения. Я видела, как они разговаривали. Случайно, разумеется. Хотя чего уж там. Я подглядывала за ними в окно. Да, знаю, что это ужасно неприлично. А почему же вы решили, что убитый Андре был в нее влюблен? Понимаю. Я. Ваше высокоблагородие, убийство. Где? На окраине. В заброшенном доме найдено тело приезжей дамы. Значит, даму обнаружили мальчишки, перепугались сильно. На их крик прибежал городовой. Ну, а тут вот. Первый удар был нанесен чем-то тяжелым по затылку, но сознание она не потеряла. Сумела выхватить нож, спрятанный под подвязкой. Видите? Царапина от рукоятки. Она пыталась подняться, выхватила нож и получила второй удар прямо в темечко. Ну, на ноже тоже кровь. Значит, она успела достать убийцу. Непростой это нож. Даг де путу де вертю, что в переводе означает кинжал шлюхи. Или добродетель. Характерное, не очень длинное лезвие. Вполне возможно, что им и был убит Андре. Вы наведите справки, может быть, кто обращался с медицинской помощью, с колотыми резанными ранами. Слушайте. Кто вас убил? Скажите, кто? Вот здесь башню убили. Слушай, Мироновна, Яков Платонович приказал отвезти вас с нашим экипажем. Нет, спасибо, я сама пройдусь. Как вам будет угодно. Анна Викторовна, здесь произошло убийство? Простите, а мы знакомы с вами? Нет, я много слышал о вас. Сеславин, я из Петербурга. Знакома мадам Дебо. Так что, она убита? Да. К сожалению, это так. Боже мой, я в отчаянном положении. Только вы можете мне помочь. Я знаю о ваших способностях. Я даже хотел искать вас. Чем я могу вам помочь? Мадам обещала, что Ульяна будет принадлежать мне. Что теперь?
Ульяна горничная Купсазуева? Да. Я ее выбрал. Я даже заплатил аванс, но Ульяна служит в другом доме. Помогите мне. Так вы хотите, чтобы я вам деньги помогла вернуть? Да нет, что вы, дело не в деньгах. Я хочу, чтобы Ульяна была моей. Чтобы ушла от этого Зуева. А вас, простите, экзотика привлекает? Экзотика? Да что вы можете понимать? Простите. Помогите мне. Поговорите с ней. С Ульяной? Вы издеваетесь надо Да мной? нет, что вы, с мадам, ну, с ее духом. А дух мадам чем может вам помочь? Мадам что-то знала про Ульяну, что позволяло ей держать ее в повиновении. То есть вы хотите сказать, что мадам шантажировала девушку? Я очень вас прошу связаться с духом мадам и узнать у нее про эту тайну. Для меня это будет ключиком, чтобы получить Ульяну. Получить теми же угрозами и шантажом. Но почему сразу угроза, шантаж? Вы поймите, девушка уедет из этой глуши, увидит Европу, заживет совершенно другой жизнью. Нет, господин Сеславин, извините, но помогать вам я не стану. Но вы должны! Что, простите? Я умоляю вас. Я жить без нее не могу. Мне некому больше обратиться, мадам мертва. Андре тоже. Хотя Андре имел свои виды на Ульяну. А это вы откуда знаете? Так он крутился около конторы с этим счетоводом Птицыным. Птицын приходил к нему в номер. Я тоже сначала думал действовать через Андре, но он деньги взял, а делать ничего не собирался. Все-таки я не стану вам помогать. Извините. Ладно. Добрый день. Добрый. Скажите, где ваша горничная? Я к вам домой заходил, никого там не застал. Не знаю. Как с утра ушла, так я ее и не видала. А брат ваш, он где? А брата с вечера не видала. Что-то случилось? Куда все подевались? Не знаю. Сама в тревоге. Брат иногда в кабаках гуляет. Есть такой грех. Ладно. Тут уж ничего не поделаешь. Скажите, ваш счетовод, он на месте? Птицын? Птицын. Отпустила я его. Не здоровится ему. Знаете что, в таком случае вам придется поехать со мной. Да, в управление. Собирайтесь. Собирайтесь, я здесь подожду. Не смеешь! Не втравливай ее в эту историю! Подлая! Старая! Ты не стоишь ее мизинца! Развратница! И торговка развратом! Лучше переждать, покуда суета вокруг смерти этого Андрея уляжется. Но я не виновата. Полиция сейчас начнет хватать и правых, и виноватых. Надо переждать. Сколько ждать? Сколько? Ну, несколько дней, неделю. А что я скажу Евсею? Где я была? Да что-нибудь придумай. А если он узнает, что я была у тебя? Будешь сидеть тихо, не узнает. Чей же это дом?
знаешь ведь, не могу я за тобой на чужбину, в Европу. Разлучат нас. Плохо? Может, тебе не ходить? Нет, я должен быть в конторе на виду, а ты из дома не могу. Ульяна, погодите. Можно с вами поговорить? Меня зовут Анна Миронова. О чем? Я знаю про вас и про купца Зуева. И про мадам Дебо я тоже знаю. Уходите, это не ваше дело. Постойте. Вы попали в скверную историю. Вам-то какая теперь забота? Мадам Дебо мертва. И я очень вам советую пойти в полицейский участок и рассказать господину штурману все, что вы об этом знаете. Кто такой? Купец Зуев. Задержан на улице. Вон оно как, на ловца и зверь бежит. Похоже, нам сегодня везет. Смертельно пьян. Подрался. Есть рука в крови. Открывай. А ну-ка давай, любезный, просыпайся. Яков Платоныч, так он же пьян, как сапожник. Да-да, ну вы правы. Очень возможно, что это рана от удара ножом, принадлежащая мадам Дебо. Знаете, когда человек пытается один ударить по, то другой защищается именно так, как вы, выставив вперед руку. Посмотрите, у него рана как раз на этом самом месте. Приведи его в чувство и на допрос ко мне. Слушай. Ну, выпил лишнего, что за беда? Ну, подрался с кем-то ради забавы. И все-таки откуда порез? Там разберешь разве в свалке. Не помню я. Яков Платоныч, вот Тамара Зуева, а Ульяны дома не оказалось. Что с тобой? Да подрался по пьяной лавочке, ерунда. Ты-то как здесь? Да вот, привели, как преступницу какую. Вопросы какие-то непонятные. Антон Андреевич, езжайте к доктору Милцу. Попросите проверить, соответствует ли характер ран на теле Андре кинжалу мадам. Будет исполнено. Вы присаживайтесь. Ну и где ваша горничная? А где она? Не знаю. С утра ее не видела. Наверное, по магазинам шляется. Вопрос у меня к вам к обоим. Что вас связывало с мадам Дебо? Какой еще мадам? Не знаю я никакой мадам. Ну, сформулирую по-другому, как горничная оказалась в вашем доме. Как оказалось, нанял. А при чем тут вообще Ульяна? Ну, необычная она горничная для наших мест. Да все из-за нее, из-за эфиопки этой. Как она в дом к нам пришла, так вся же наша жизнь наперекос пошла. Молчи! А я не буду молчать. Выгони бесовку. Да я тебя скорее выгоню. Приворожила басурманка. Да крещеная она. Это хорошо, только история другая. Познакомились вы с Ульяной в Петербурге, когда были там проездом. Воспользовались услугами мадам Дебо. Увидели Ульяну, наняли ее как горничную и привезли ее сюда, к себе. И все вышло хорошо, если бы не господин Сеславин, которому она была обещана после окончания контракта с вами. Но только отпускать вы ее не хотели. Да и сама она не хотела от вас уходить. Вот и закружилась кутерьма. Сеславин требовала, а мадам Дебо давила на Ульяну. А сестра ваша умоляла мадам Дебо забрать эфиопку. Вот Сеславина и дает взятку Андре. Так ты что, ходила к этой мадам у меня за спиной? Да ходила.
Думала, если Эфиопка уедет, может, ты в ум придешь. Змея. Мне вот что интересно, кто из вас убил мадам? Вы, чтобы отомстить за Эфиопку, или вы за то, что она хотела забрать у вас горничную? Не помышляла я об этом. И Евсей не мог. Да не помнит он ничего. Да не мог я, не мог. Не в чем мне каяться. А на мне нет вины. Хотите верьте, а хотите нет. Ваше благородие, тут к вам, пора срочно. Здесь меня ждите. Яков Платоныч, я привела к вам Ульяну. Хорошо. Ну так я слушаю, рассказывайте. Так о чем рассказать-то? Ну, начните с того, что мадам Дебо приехала в Затонск для того, чтобы забрать вас от купца Зуева. Так и было. Только я мадам Дебо с тех пор и не видела. Вот это что. Только я вас вчера видел вместе с ней, ночью. Помните? А потом кто-то ударил мне по голове. Не другой ли это ваш поклонник, господин Птицын? Не хотели вы расставаться с купцом Зуевым. У вас были все основания желать мадам смерти. Я не убивала никого. Можно я пойду? Нет. Вы задержаны по подозрению в убийстве. Я не убивала никого. А кто убивал? Я не знаю. Посидите в арестантской и подумаете. Дежурный! Проводи. Вы с ума сошли? Какие у вас основания для этого? Посидит, станет покладистей. Знаете, я не узнаю вас, Яков Платоныч. Она что-то знает, говорить не хочет. Да и вообще надоела мне эта семейка. Это я уговорила ее сюда прийти и обещала, что вы во всем разберетесь. Так я и разберусь. Благодарю за содействие. А дальше я сам. Яков Платоныч, прошу прощения, Анна Викторовна, на минуточку. На этот раз, Яков Платоныч, вы превзошли себя. Благодарю. Арестовали всю семью Зуевых, включая прислугу. У каждого из них был повод желать смерти мадам Дебо. Остается узнать, кто именно убийца. Этим я и занимаюсь. А Рябушинского? Рябушинского за что арестовали? Он-то в чем провинился? Господин Рябушинский своим вмешательством ставит под угрозу все следствие. Собирается передать огласке секретные сведения. Дух Андре, вызываю тебя, явись мне. Дух Андре, вызываю, явись. Скажи мне, кто твой убийца. Я больше вас не боюсь. Я вольный человек и желаю сам распоряжаться своей судьбой. На какие средства, милый друг? Свобода ни с чего, только на вкус. Пусть так. Но я познал настоящую любовь и не желаю больше ублажать вас и потакать вашим причудам. Бежать решила неблагодарная дворняжка. Небудь с такой же шапкой. Я заслужил свободу и любовь. Ей будет Ульяна. Не хотите отдавать ее мне, я буду бороться. Ульяна привыкла к достатку и комфорту. Куда ты с ней, с ее-то наружностью? В цирке выступать? Она не решается. Пока. Но я добьюсь своего. А между вами и мной все кончено. Без поворота. Ты мелкое ничтожество. Возомнение, что можешь так разговаривать с мадам Дебо? Я с радостью сниму это дурацкое платье и стану мужчиной, наконец. Андре, давай поговорим спокойно. Я не хочу иметь дело с извращенкой. Ты мне противна, старая ведьма. Мы начнем новую жизнь. Да, так и будет. Ничто нас не остановит. Доложите план ваших действий. Опрашиваем подозреваемых. Еще пару дней, и они дадут признание. Но пока они должны быть под арестом. 2 дня.
Даю вам всего лишь 2 дня. И Рябушинского отпустите. Это не просьба, это приказ. Андре, я слышу вас. Я могу вам помочь. Мадам Дебо должна быть наказана и людским судом. Все должны узнать, что она не жертва, а убийца. А Ульяна узнает правду. Узнает, что вы любите ее. Но, пожалуйста, прошу вас, мне нужны доказательства. Мне нужны улики. Андре, умоляю, помогите мне. Господин Рябушинский, у меня с мелкими шантажистами разговор короткий. Так я ведь это... В данном случае вы пытались раскрыть сведения, являющиеся государственной тайной, касающиеся секретных действий полиции. И вы хоть сами понимаете, чем это грозит? Нет. Государственная измена. Но я всегда готов к сотрудничеству, так что давайте рассказывайте, что вам известно о мадам Дебо. Мадам обещала мне раскрыть имя господина, который купил у нее горничную. Это нам известно. Дальше? Дальше я стал следить за семейкой Зуевых. И вот как-то однажды я заметил, что счетовод Зуева и его горничная... Понимаете, у них такие особые отношения, нежные. Счетовод? Ага. Вы свободны. Спасибо. Что мы пытаемся найти в этой грязи? Твой дух мог уточнить? Пеньюар мадам Дебо. Там должны были остаться следы крови. Не проще ли в полицию было обратиться? Ну уж нет. Чтобы Штольман меня опять насмех поднял. Нет. Сами найдем. Ладно. Ладно, не впервой. Подожди. Ну вот же, что я и говорила. Это то, что мы искали? Да. Все? Теперь мы можем идти? Погоди. Может быть, теперь ты мне расскажешь, для чего же ты ходил к мадам? Ах ты, боже мой. Ну, протеже я хотел составить для одной своей знакомой. Я хотел, чтобы мадам Дебо поучаствовала в ее судьбе, пристроила в приличный дом в Петербурге. А что, есть те, для кого это будет благом? Ну, знаешь ли, если девушка прозябает в нашем борделе, то устроиться в приличный дом в Петербурге благо и есть. Вот оно все и прояснилось. Только я прошу тебя. Ну, понятно. Маме мы ничего об этом не скажем. Нет. Да? Да. Сергей Степанович, добрый день. Господин Штольман у себя? Господин Штольман отсутствует. Где-то в городе. Вот это. Передайте ему. Пожалуйста, это очень важно. Ну, хорошо. Скажите, что от меня. Хорошо, передам. Так у нас завсегда с документами порядок. Да, видно. Служащие конторы ваши люди старательные, проверенные. Что правда, это правда. Евсей Данилович умеет подбирать людей. Да, только получается, сам на груди согрел у себя убийцу. Кто убийца? Ты кто? Ульяна, горничная его. Она мадам убила. Да, не может этого быть. Вы что? Призналась она, что жила с купцом Зуевым по договору, который ей устроила мадам Дебо. Время вышло, вот мадам ее обратно начала требовать. Даже угрожала. И вот она от нее и избавилась. Не убивала она.
я бы знал. Это почему? Так отец я ей. В юности я был в обслуге двора Его Величества. Там служил араб. Это должность такая. Лакей в покоях государевых. Араб был из Эфиопии. И у него была сестра. Вот с ней-то у меня и случилась любовь. И случилась дочка, Ульянушка. И вот она подросла. А как можно жить русской девушке с такой внешностью? Да, она жила с купцом по договору. Но теперь еще у них такая любовь, что их вряд ли кто разлучит. Вы не больны часом? Бледны, испарены? Душно здесь. А что это у вас? Это грозбух. Дайте-ка его сюда. Не сочтите за труд. Господи. Вы почему же к врачу-то не обратились? Теперь ее у меня заберут навсегда. А я не могу без дочери. Я и так ей всю жизнь сломал. Мадам Дебо скупила все мои долги. И все, что теперь мне остается, это следовать за дочерью, чтобы рядом быть, чтобы защитить. Я уже думал, что все устроилось, а здесь опять эта мадам с новым клиентом сумасшедшим. Грозилась мои документы долговые предъявить, чтоб, значит, меня в яму долговую. И вы договорились о встрече? Я, правда, хотел договориться, но она ни в какую. Милая моя, куда же ты, куда? Куда глаза глядят? И я с тобой. Поедем вместе по свету бродить. Хоть в Париж, хоть в Африку. Туда, где мы сможем быть вместе, не таясь. Отдохнуть вам надо, Анна Викторовна. Благодарю за ваш тяжкий труд. Выкопали истину прямо из залы. Да я не устала. Единственное, чего никак не могу понять, зачем Андре было нужно это платье? Мадам испытывала болезненную страсть к Андре, поэтому и заставляла его одеваться в женские костюмы. Кстати, это же платье на первых порах помогло ей оставаться вне подозрения. Первая мысль, которая меня посетила, что покушались на мадам Дебо, но я ошибся. Ну и к тому же этот пеньюар, запачканный кровью, она пыталась его сжечь, а остатки спрятала в ведро с золой. Вы как догадались? Ну, скажем так, мне подсказали. А Сеславин, он так и не смог получить Ульяну. А мне показалось, что у него нет, даже не искреннее чувство, а какая-то одержимость этой девушкой. Да они как будто все с ума посходили. Что-то в ней есть. Сеславин, он просил вас о помощи? Да. И что же вы? А я ему отказала. Почему? Сами говорите, искренние чувства. Ну, потому что он действовал через мадам Дебо. Хотел, понимаете, рабу за деньги купить. И я не стала ему помогать. Но ваши слова, настоящее чувство оправдывает все. Все. Кроме лжи.